Друзья, всем привет, на связи как всегда CloudGeo. Сегодня мы поговорим о проекте Mind Barons, и в моем телеграм-канале вы уже могли видеть несколько постов, посвященных этой игре, а в этом видео мы более детально разберем, что это за проект, стоит ли в него заходить и какие у него перспективы. А также в конце этого видео я проведу большой розыгрыш с призами от этого проекта, в котором вы сможете поучаствовать и получить какие-то награды, которые позволят вам более успешно зайти в эту игру и начать в ней свое развитие. Перед началом ролика хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал, в котором я даю еще больше информации касаемо различных NFT проектов. Тут я показываю, в какие проекты я захожу, из каких выхожу, как я вывожу деньги и многое другое. Если вам все это интересно, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Здесь я пишу всегда различные мысли о тех проектах, в которых я нахожусь, пишу какие-то лайфхаки и вообще многое другое, поэтому ссылочка на мой телеграм-канал будет в описании к этому ролику, обязательно подпишитесь, не пропустите. Что ж, давайте перейдем к классической информации, которую нам нужно знать для того, чтобы понять, что это за проект. Первое, что стоит сказать, это то, что он располагается не на Ваксе. Да, когда мы нажимаем кнопочку Play Demo, нам просят перейти в наш MetaMask и подписать определенную блокчейн-транзакцию, а также перейти на сеть Polygon. Это очень важно понимать, что мы здесь будем работать не в сети Binance Smart Chain, а именно в сети Polygon, и я считаю, что это уже один из плюсов, потому что сеть Polygon обычно менее перегружена и плата за транзакцию там намного меньше. Дальше, что стоит еще понимать, это то, что это стратегия, то есть это что-то будет типа аналога Kingdom Clash, проекта, который располагается на Ваксе, или всеми известного проекта Travian, тоже вот это все из этого сеттинга, все здесь похоже, это стратегия, в которой мы будем добывать ресурсы, строить здания, воевать, вступать в какие-то кланы, общаться и так далее. И когда я записывал видео о проекте Kingdom Clash, я уже говорил, что подобный жанр мне нравится, и я бывает даже на телефоне играю в подобного рода игры, но когда здесь есть еще NFT и прикручен блокчейн, то это вдвойне интересно. Также хотелось бы отметить, что это не просто фармилка, в которой мы будем нажимать раз в час одну кнопку и все. Здесь большой простор для фантазии, большой простор для геймплея, можно придумать там, я не знаю, захват ресурсов, территориальные битвы, там, ну вот действительно здесь можно чем-то заняться, не просто заходить раз в час кнопку нажимать и все, а действительно как-то играть. И стоит сказать то, что на мобильных устройствах очень много подобного рода игр, и у этих игр большая база фанатов. И если эту большую базу фанатов мы сможем привлечь в NFT-индустрию, в такие же игры, только в блокчейне, то мы получим большой рост, потому что большое количество людей придет сюда, поднимет токен, поднимет цену на NFT и поднимет популярность таких игр, и мы все на этом сможем неплохо заработать, потому что мы с вами в этой сфере разбираемся чуть лучше, чем люди, которые будут только сюда заходить. Это важно понимать, и это те мысли, которыми бы я хотел с вами поделиться. Давайте немножко поговорим о белой бумаге этого проекта, и я также оставлю ссылку на нее в описании к этому ролику, чтобы вы самостоятельно могли прочитать все, что здесь написано, потому что информации много, и объять все в одно видео я просто никак не смогу, но здесь есть очень интересная информация, которую я хотел бы, чтобы вы получили именно из моего ролика. Здесь написано, что игра изначально планировалась для Вакса, но многочисленные сбои и баги этого блокчейна заставили нас выбрать более стабильную и недорогую сеть с развитой инфраструктурой и большим сообществом пользователей. И выбор их пал на Polygon. И действительно мы видим сейчас, что на Ваксе у нас есть Kingdom Clash, это тоже игра такого же жанра, и здесь на Polygon мы видим Mind Barons. И у нас получается такая конкуренция, мы сможем с вами вживую увидеть, на каком блокчейне игра будет, эти игры будут лучше развиваться и в какой из этих игр мы сможем больше с вами заработать. Далее, что нам пишут? У нас здесь будет концепция баронства. Основная цель в этой игре, самая заветная цель, это стать бароном, потому что именно бароны будут получать самую большую прибыль, и быть бароном будет достаточно выгодно. И чем раньше вы зайдете в эту игру, тем больше у вас будет вероятность стать этим бароном, потому что по ходу развития этой игры становиться бароном будет все сложнее и все выгоднее. Также нам здесь пишут, что у нас здесь будет ограниченное количество земель NFT, это тоже важно понимать, и это обязательная часть подобного рода игр, потому что если бы здесь не было ограничения в NFT, то экономика очень быстро загнулась, и никто бы этого не хотел. А так как здесь есть ограничения, то игра может жить какое-то продолжительный период времени, существовать и приносить какой-то доход.
Также на сайте есть дорожная карта, в которой написано, что будет в будущем и какие этапы уже были пройдены, что было сделано. Игра развивается с августа 2021 года, здесь, по крайней мере, именно с этой даты начинается дорожная карта, и в ближайшее время нас ждет непрерывная маркетинговая кампания на основе игровой казны, войны между континентами, бароны избирают королей и короли делают политику, то есть это какая-то уже внутриигровая штука, где кто-то будет что-то делать, какую-то политику строить. В общем, это все нужно изучать, и я думаю, что это будет очень и очень интересно. Давайте сейчас посмотрим демо-версию этой игры, она здесь уже появилась, и каждый из вас может ее пощупать, зайти и посмотреть, как все будет выглядеть. Давайте все это сделаем вместе. Итак, сейчас я нахожусь в демо-версии этой игры. Напомню, что каждый из вас может зайти и самостоятельно протестировать все, что здесь есть на данном этапе. Визуально мне все нравится, как выглядит, и немножко напоминает это то, как выглядела игра, как она называлась? CryptoBlades. Вот почему-то у меня ассоциируется этот дизайн именно с CryptoBlade'ами, не знаю, вот ностальгия такая. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть вкладочка Mine, сейчас мы находимся на ней, и у нас здесь есть слоты под NFT. Я так понимаю, что в эти слоты мы сможем с вами вставить NFT, которые будут добывать нам какие-то ресурсы. Сами ресурсы у нас находятся вверху, и также у нас здесь есть кнопочка Claim, которая позволит нам собрать те ресурсы, которые мы намайнили. Во вкладке Craft, я думаю, не стоит здесь долго останавливать внимание, здесь просто мы сможем создавать еще какие-то NFT, которые также будут приносить нам другие ресурсы. Вкладочка Map. У нас здесь есть континенты и процентаж тех ресурсов, которые находятся на этих континентах. На данный момент континентов 15. А это означает то, что, скорее всего, разработчики ожидают, что здесь будет большой приток пользователей, раз они сделали такое большое количество континентов. Далее у нас идут земли. Тут тоже останавливаться не вижу смысла. Здесь мы можем заанстейкать и застейкать какие-то NFT. Далее маркет у нас, я так понимаю, тут мы можем вывести ресурсы, либо их завести в эту игру. Ну и последняя вкладочка — это Message. Тут вообще, я так понимаю, Баронс чат у нас будет, да, то есть это то, где будут общаться бароны, обсуждать какую-то политику, может быть, как-то кооперироваться или наоборот выступать на войну против кого-то. В общем, какая-то социальная составляющая здесь также будет, и это все очень здорово. По бокам у нас вкладочки, которые будут нас перенаправлять на GameWiki, на покупку-продажу ресурсов, а также на покупку и продажу NFT. Давайте сейчас посмотрим, как здесь проходит покупка NFT. Итак, сейчас я нахожусь на сайте, на котором вы можете приобрести NFT этого проекта на данный момент. Из самих NFT сейчас здесь есть только пассы. И также я в ссылочке в описании оставлю информацию о том, что дает каждый из этих пассов. Вы сможете перейти, ознакомиться, прочитать и принять какое-то решение. Если вкратце говорить, то просто они дают большое преимущество для того, чтобы зайти в эту игру. И давайте сейчас попробуем здесь что-нибудь купить. Вот я выбрал для себя Farm Pass, да, давайте нажмем кнопку Buy Now. Здесь мы можем посмотреть, на какую сумму было уже куплено таких NFT, если я правильно это все понимаю. Нажимаем галочку, подтверждаем. Сейчас попробуем все это приобрести. Значит, выходит это все $31, 0,027 эфира. Я нажимаю кнопочку Checkout, и важно заметить то, что, ребят, вы должны покупать все это дело с того аккаунта, на котором вы будете играть в эту игру. То есть вы зашли в демку, допустим, авторизовались через свой аккаунт и кошелек MetaMask, да, полигона, и через этот же аккаунт вы должны приобрести эту NFT. Собственно, я думаю, вы сейчас все сами видите на своих экранах, как это все проходит. Просят подписать некоторые транзакции для того, чтобы все было в порядке, да, и вот мне написали, что все хорошо, Гео, ты купил у нас NFT, стоит оно сейчас $31. Давайте посмотрим, списали ли у нас деньги. Да, все списалось, то есть NFT у меня приобретена, теперь у меня есть Farm Pass. Вот так вот проходит покупка. Опять же, повторюсь, ребят, важно, чтобы это все проходило именно на том кошельке, на котором вы будете играть в этом проекте. Я думаю, если кто-то из вас планирует заходить в эту игру, то купить какой-то мин-пасс не составит какого-то труда, тем более цена на него не очень большая, $30, это, ну, в мире NFT это очень маленькие деньги, и поэтому, ну, не пожалейте, если вы планируете серьезно участвовать в этом проекте, то, скорее всего, эта покупка для вас не будет лишней. Это, конечно же, не финансовый совет, каждый из вас принимает решение сам. Я принял такое решение, что купил вот себе вот таких вот пассов.
Все ссылочки на покупку NFT, на эту игру, на white paper будут, конечно же, в описании, и также там будет ссылка на Discord. Смотрите, ребят, если у вас нету каких-то финансов для того, чтобы купить NFT, или вы просто не хотите тратиться, вы можете перейти в Discord и начать нам общаться. За активность там тоже дают минт-пассы и дают также пропуск в белый лист. То есть сейчас из дорожной карты видно, что разработчики проводят масштабную маркетинговую программу, и им очень выгодно, когда активные пользователи общаются в Discord, и они их за это поощряют. Поэтому, если у вас финансов нету, дуйте в Discord обязательно, просто общайтесь, там, я не знаю, с кем-то задавайте вопросы, интересуйтесь, и я уверен, что вам за это дадут какие-то пассы, дадут пропуск в белый лист, и вы на этом сможете как-то раскрутиться, может быть, что-то перепродать, может быть, зайдете в белый лист и сами что-то сможете приобрести, и, конечно же, участвуйте в розыгрыше в моем видео, который я вам сейчас расскажу, что нужно сделать для того, чтобы победить. Там будет, по-моему, 30 или 40 призовых мест. То есть призовых мест очень много, и практически большее количество из вас сможет получить различные награды. Что вам нужно сделать для того, чтобы участвовать в этом розыгрыше? Первое, вам нужно подписаться на мой YouTube канал, превратить красную кнопку в серую. Второе, вам нужно написать один комментарий, только один комментарий, в котором вы говорите, что вы думаете касаемо этого проекта. Пишите честно. Если думаете плохо, пишите плохо. Если думаете хорошо, пишите хорошо. Тут вас ругать никто не будет. Вот что думаете, то и пишите. И последнее, это поставить лайк под этим видео и подписаться на мой телеграм-канал, потому что именно в телеграм-канале я выложу список победителей, и этим победителям я отправлю награды от этого проекта в виде NFT, поэтому каждый из вас может получить возможность бесплатно получить какую-то NFT-шку. Обязательно участвуйте в розыгрыше, условия мега простые, собственно, как и всегда. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно участвуйте в розыгрыше, потому что уже на следующей неделе начнется ивент, где владельцы минт-пассов смогут получить уникальные игровые NFT, и вообще они уже сейчас могут застейкать свои пассы и получать ресурсы еще до начала игры. То есть это будет такой префарм, и когда игра запустится, вы уже будете с какими-то ресурсами, вы уже будете на голову выше ваших оппонентов, ваших врагов, и сможете быстрее развиться в этой игре. Поэтому обязательно все это делайте, участвуйте, смотрите, общайтесь в Дискорде и получайте за это награды. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если так, то вы знаете, что делать. Подписывайтесь на мой Телеграм, подписывайтесь на мой YouTube. На этом буду с вами прощаться. Всем удачи, всем профита, всем пока.